партизаны Беларуси представляют. Операция «Вепрь». Вепрь – система предсказаний угроз на службе Кремля. Современные системы на основе искусственного интеллекта, машинного обучения и нейронных систем в руках жестоких и беспринципных людей могут быть очень опасны, особенно если работают в угоду диктатуре. Сегодня мы расскажем об одной из таких систем, которую собираются в полной мере использовать в России к 2024 году. Это же ждет Беларусь при дальнейшей интеграции с восточным соседом. Речь пойдет о системе «Вепрь». Ее главная задача – выявлять недовольство в обществе на ранних стадиях и предсказывать, как именно оно распространится. То есть система «Вепрь» будет находить малейшие комментарии с критикой и прогнозировать, не приведут ли они к протестам в городе, округе или целой стране. При высоком риске информация об этом будет сразу направляться в силовые органы, чтобы погасить недовольство еще на начальных этапах. Другими словами, работа этой системы напоминает сюжет фантастических фильмов, в которых карательные органы, благодаря современным технологиям, находят и наказывают так называемых преступников еще до того, как те решились на преступление. Только искусственный интеллект системы «Вепрь» собираются использовать в основном для политических целей против тех, кто высказывает недовольство действующей ситуацией в России. Я сразу хочу оговориться. И хочу, чтобы на меня люди, которые там сейчас сидят в интернете или у телевизора, не сердились. Киберпартизаны получили документы по системе «Вепрь» при взломе сети главного радиочастотного центра дочерней организации Роскомнадзора, сокращенно ГРЧЦ. Именно этому ведомству поручена реализация проекта. Полученная информация и наши экспертные знания в полной мере позволяют оценить высокую опасность системы «Вепрь» для общества, если она будет реализована в соответствии с планами Роскомнадзора. Поэтому мы считаем должным рассказать вам о работе этой системы во всех подробностях и опубликовать документы по ней на наших каналах. Мы также просим поделиться этим видео и рассказать о системе «Вепрь» всем, кого может коснуться ее работа. Поддержи партизанскую хвалю и киберпартизан на Patreon. Ссылка под этим видео. Стань партизаном. Работа над системой «Вепрь» началась с того, что в 2021 году главный радиочастотный центр, которому Роскомнадзор поручил реализацию проекта, заключил договор с Московским физико-техническим институтом на 10 миллионов рублей. За эту сумму ученые обязались изучить вопрос, реально ли создать искусственный интеллект, который способен не только выявлять недовольство политическими деятелями, но и разрабатывать сценарии его распространения. Предсказывать, как именно разрастается критика в глобальной сети и к каким последствиям приведет. Руководителем проекта со стороны МФТИ стал Константин Вячеславович Воронцов. В конце 2021 года он представил документацию для разработки «Вепрь» и комплект методик, по которым эта система может работать. Таким образом, сотрудники МФТИ дали положительный ответ – разработать такой искусственный интеллект реально. Но сами за создание системы не взялись. Чтобы найти разработчиков, ГРЧЦ устроил отдельный конкурс, в котором приняла участие лишь одна компания – ООО «Необит», которая специализируется на разработке систем в сфере информационной безопасности. В 2007 году вместе с отцом ее основал Дмитрий Петрович Зегжда. Будучи директором Петербургского института кибербезопасности и защиты информации, сотрудников для Необит Зегжда стал набирать преимущественно среди студентов и преподавателей этого учебного заведения. Основными заказчиками и партнерами стали государственные структуры ФСБ, Министерство обороны, СТЭК, СВР, МВД.
В апреле 2021 года Министерство финансов США даже внесло NeoBit в санкционный список США за участие в кибероперациях ФСБ. В настоящий момент в компании работает порядка 150 специалистов в области информационной безопасности. На экране вы видите список сотрудников NeoBit, которые приняли участие в разработке Вепря. Работу над системой условно поделили на 3 этапа. Первый из них завершился 31 января 2023 года. По плану, до этого времени на создание системы было потрачено 60 миллионов рублей. Затраты на следующие этапы разработки и оборудование приблизительно оценили в 634 миллиона рублей. Если же NeoBit провалится с разработкой, на подстраховку в ГРЧЦ рассматривают несколько других компаний. Среди них АО «Крибрум». Однако ее специалисты оценили сроки разработки Вепря в 50-100 лет и в целом высказали сомнения в возможности реализовать подобную систему по существующему техническому заданию. Кроме того, среди подобных подстраховочных организаций оказалась АО «РТИ», которая уже разрабатывает похожую на Вепрь систему для Министерства обороны Российской Федерации. Теперь мы подробнее расскажем о том, как именно работает Вепрь. Данные для анализа в нее поступают из другой системы под названием МИР. Ее стали использовать с октября 2022 года. Главная задача системы МИР — собирать информацию со всего русскоязычного интернета. Изначально она настроена на мониторинг открытых ресурсов, но с помощью фермы ботов, которые выглядят и общаются как люди, Роскомнадзор со временем намерен проникать и в закрытые сообщества. В настоящий момент система МИР собирает любую текстовую информацию, но в будущем также планирует мониторинг видео и графики. Затем все материалы намерены отправлять на анализ в систему Вепрь. Ее искусственный интеллект находит тексты с недовольством, прогнозирует, как именно оно способно разрастись, и определяет источник, первую публикацию, с которой началась угроза. На экране вы видите список технологий, которые были использованы для создания системы. Кроме того, киберпартизанам передали запись, в которой показан начальный интерфейс Вепрь еще на стадии разработки. Мы реализовали несколько интерфейсов. Это интерфейс статистики. Интерфейс статистики. Здесь базовая статистика, значит, публикация с максимальным охватом, графики, список источников, такой базовый дэшборд. Отдельно есть страничка, мы назвали ее список частей информационного поля. По сути, это вот те данные, которые мы собираем краулером. То есть это публикации социальных сетей, это сайты, данные из тех источников, которые мы добавляем. То, что медиаматериалами, по сути, называется. Да, медиаматериалы. Здесь только текстовые, изображений нет, но мы не знаем, поставлять ли их краулер. Если будет поставлять, то мы как-то придумаем, как их выводить. Так, и отдельно есть страницы источников для просмотра этих сайтов, социальных сетей, откуда у нас собираются данные. Ну, то есть для управления, короче говоря, источниками, там, веб-сайтами, страницами соцсетей. Да. Это скорее не для управления, скорее для просмотра, потому что управление в системе управления. Да, согласен, да. Смотри, забегая наперед, да, это, собственно, ну, по сути, такая заглушка сейчас интерфейса, куда мы будем дополнять все, что относится к распространению медиаматериалов, прогнозированию, текущее состояние. То есть, да, сейчас показываем каркас интерфейса, который дальше будет расширяться вглубь. Ну, это некий такой MVP, а потом уже будет наполнение и будет полноценная система. Да, по мере вот принтов. Вот, что еще нам будет? Да, сейчас у нас еще есть такое требование. Все окей, так, нет, все показали. Вот система потом. Среди всей массы материалов, которые попадают в систему, Вепрь отслеживает число повторных публикаций, а также другие параметры распространения информации. В случае, если рост числа и скорости публикации превышает пороговый, Вепрь определяет ситуацию как вероятную угрозу и сообщает об этом аналитику Роскомнадзора.
А работник цензуры, в свою очередь, принимает решение, например, заблокировать и удалить контент еще на ранних стадиях обсуждения, а также передать информацию по недовольным комментаторам в уполномоченные органы. На экране вы видите возможные угрозы для правильной работы в Вепре в том виде, в каком они были представлены сотрудниками ГРЧЦ. Специалисты, занимавшиеся анализом рисков, очевидно, недооценили возможности таких активистских групп, как киберпартизаны. Но мы, в свою очередь, серьезно относимся к угрозе реализации системы Вепрь. Если ее задействуют по плану, это приведет к усилению диктатуры и тотальному контролю общества с невысокими шансами на какой-либо протест в стране. Поэтому мы обязательно обнародуем важные документы, которые связаны с ее работой. Следите за обновлениями на каналах Киберпартизан в Telegram. Поддержи партизанскую хвалю и киберпартизан на Patreon. Ссылка под этим видео. Стань партизаном.